Доброго времени суток. Проходит традиционный, на этот раз уже 37-й турнир Минск 2026 по стоклеточным шашкам. Традиционно он проводится вот приблизительно в эти сроки. В этом году участников чуть меньше. Сказывается то, что нас все-таки не допускали к официальным международным соревнованиям. Напомню, 12 числа, 12 июня этого месяца нас допустили к официальным соревнованиям, то есть как мужчины, женщины, так и молодежь, ну это юноши, девушки и так далее. И поэтому я думаю, что потихонечку будем мы набирать какие-то определенные обороты, и больше соревнований будет по стоклеточным шашкам, больше людей будет участвовать, больше спортсменов, точнее сказать, неправильно выразился, будет участвовать, потому что я вспоминаю вот эти вот турниры международные, было очень много людей, когда у нас был весь холл, тогда весь холл, то есть в шашечных столиках, ну и там зал был, то есть очень много людей было. Были и турниры гроссмейстерские, но будем потихоньку, я думаю, стремиться к определенным форматам, то, что нам будет удобней, то, что будет удобнее для спортсменов, поэтому будем потихоньку набирать обороты. Сегодня мне вот прислал интересную очень партию Алексей Куница, он играл черными против Татьяны Петрусевой, и давайте мы будем смотреть. Напомню, играет и Таня Петрусева в турнире, и Полина Петрусева, то есть играют сестры. Полина получше играет, но вот Таня пока чуть похуже. Так, ну вот. Конечно, не совсем тут удачный ход, вот был перед этим, но давайте смотреть, тем не менее не сильно будем обращать внимание. Вот такой вот дебют получился. И на определенных интересных моментах, ну вот Алексей обострил, конечно, наверное, посильнее был все-таки ход 19-23, но все-таки он получил игровую позицию, и вот за счет того, что он получил эту игровую позицию, мы смотрим партию. Кстати, тут еще, может, даже был ход вот здесь 38-32 Таня пошла. Еще, кстати, я смотрел, что, может, интересно, вот этот ход был бы. 28-23. Я не говорю, что нет, ну, надо проверять, конечно, эти ходы, но как-то тут тоже могло бы быть все интересно. Хотя, на этот ход, возможно, на 30, наверное. Ну, давайте так. Это я уже тоже начинаю вспоминать, что я когда-то и куда я играл, поэтому 43. Вот 49, конечно, неудачный ход, потому что разменять так вот нельзя по кудовую рогатку, но тем не менее игра после него получилась интересная. Вот здесь 39-34. Наверное, Таня побоялась все-таки 32-28 играть. И я сейчас, скорее всего, здесь бы, конечно, на 12 вот это вот было. Но почему она побоялась? Я думаю, что вот эта вот идея ее испугала чуть-чуть. Но здесь ничего страшного, в принципе, не было. Просто на большинство бы споймало. Ну, вот такие вот мысли были бы. Так. Далее. 39-34. Ну, вот такая вот позиция. 21-26. Ну, возможно, что здесь, конечно, 18-22 было интересней позиция. 32, ну и вот в закрытую, конечно, перейти, но я думаю, это не входило чуть в план Алексея, поэтому он поменялся и играет он теперь, то есть мысли хорошие, играет. Вот на слабо сейчас грозит 26-31, потом на 32 и вот этот вот удар, ну, на 30, так как он, давайте я, может, покажу здесь. Ну вот что-то с этим связано. Хотя, наверное, идея вот это не проходит здесь. Так.
потому что 26-31. Ну и так далее. Но вот какие-то здесь планы, и нельзя пока разменять. Как я уже говорил, почему вот этот 49-43 мне ход не нравился, нельзя разменять шашки. Так, ладно, ну давайте мы... Так, на 32. Ну и вот такая вот интересная позиция. Понятно, что здесь, если 50, шашка 50 было, то удар вот этот 35-30 был и на 29-24. Так, ну вот 17-22. Интересный ход. И он применяется часто. Так, вот именно на эти ходы есть вот эта вот комбинация. И это очень важно. То есть идея, кто-то, может, еще помнит вот эту вот замечательную тогда книгу, по-моему, Сейбенса было, про Андреса Андейко. То есть там Сергей Сергеевич Манчин, по-моему, с ним играл. Вот это вот замечательная там партия была. Если я не ошибаюсь, конечно. По-моему, так. И она, почему я говорю, что она относится к таких вот классических партий на эту тему. Ну, там закрытая была, именно рогатка закрытая. Я сейчас, видите, уже давно не играл, путаю чуть-чуть, но что делать. Так, 18-22. Конечно, вот здесь вот, честно говоря, думаю, что не сильнейший, наверное, ход, потому что множество очень комбинационных идей появляется. На 16 все-таки. Такой нестандартный. Ну вот я думаю, что надо было на 16, хотя, в принципе, будет сводиться вот этот вариант к партии 18-22. И вот здесь вот давайте кое-что посмотрим. На 32 Таня пошла. А вот на 31 гораздо интереснее, я думаю, было. Конечно, меняться, вы сами понимаете, меняться не будешь, потому что 33 и связки как не бывало. И я думаю, что еще позиция может даже где-то, лучше, наверное, она не будет у белых, но, в принципе, я не думаю, что она опасная будет. Почему лучше не будет? Потому что там подходит 8, вот эти вот идеи как раз иногда играют вот этот размен. Так, а надо 2-7. Так, давайте я покажу комбинацию. 14-19 нельзя, да, как вы понимаете. Вот это вот идея. И 8-12 нельзя, опять идея вот эта вот. Получается 2-7. И вот здесь 31-26. И опять куда ходить? Ну, вариантов так вот вариантов немного получается. Потому что на 7-12 вот эта вот идея любопытная. Видите, то есть такие вот любопытные моменты сюда не проходишь, потому что вот эта вот идея. Так. Да, это. Я, знаете, что я увлекся тут кое-чем, поэтому у меня пауза была. То есть, сказывается, что давно не играл, поэтому не смотрел тут 100 клетки. Так, и вот какие мысли, допустим, куда-нибудь сюда, то я уже 42, то есть я буду здесь атаковать. Опасно. Ну, в общем, непонятно здесь куда ходить. На этот ход получается вот эта вот опять комбинация. Не надо каких-то здесь сложных комбинаций вот с этим искать. Но вот это вот комбинация. То есть пробиваем. Вот такая вот мысль. А на 2-7. Так, 7-12. Вот это вот мысль есть. 26 на 31. И вот это вот комбинация. То есть получается, что здесь не исключено, что вообще вот самое спокойное у черных это вот этот ход был. И надо вот эту вот позицию играть, я думаю. Так, 37. 32 на 16 было. Это в партии. 42. Так, дайте секундочку, у меня тут кое-что. (42, 8, 12, 48. Удар есть. Вот этот вот удар сейчас, если ход белых. 34, 30 и 33, 29. Закрываются. То есть ничего не видно. И вот здесь вот как раз моментов, очень много интересных моментов было за белых.
И надо было что-то искать в этих вот моментах, я считаю, продолжать игру. То есть пошли 37-32. Ну вот это вот как-то ход то есть, я думаю, не хороший он ход, а было просто жертва одна. Вот это вот была жертва. Можно было 37-31 пойти. И вот здесь вот ответная жертва. Ну и тоже вот такая вот интересная позиция. Но я думаю, что самый лучший вот этот ход был 29-23. То есть грозим удары вот эти вот. Там очень много моментов. 24-30. Просто пойти сюда и потом напасть. То есть, ну, вот. Ничего нет абсолютно в этой позиции. Просто ничего нет. То есть, в принципе, много моментов, конечно, таких было. Казалось, вот в начале мне не понравилось там пару моментов, когда отдавали белая темпа, то есть, ну, чуть-чуть не в той позиции, чуть они не играли не по позиции, конечно, хотя какие-то мысли были, но не по позиции они играли. Вот здесь вот в партии было 20 на 31, 32 и вот 9-13. То есть 42. Здесь Алексей, кстати, указал интересную мысль. Так, давайте я без Алексея тут один момент укажу. Была вот такая вот идея. Но здесь, конечно, предпочтительно все за черных было. И я думаю, что вот шансы все-таки у черных были в этой позиции. Это так можно было играть. А Алексей, вот сейчас покажу, что Алексей оказал. 28-23 и 13-19. Вот это вот мысль. 35-30 и 42-37. И вот посмотрите, такая очень любопытная идея. 19 на 28, если бить, то сюда. И вот, ну, сюда, кажется, вот сюда, но в принципе здесь, конечно, сколько здесь получается, без трех шашек, да, но ведь есть удар, вот этот вот, на 8. Это я имею в виду, что если вот издали считать, кажется, сюда пошел, а вот на 8 простой ход и на 30. Вот такая вот идея была. Ну, вот поэтому. Но здесь можно по-другому бить просто. Так, давайте я покажу. На 42 объем, бой и вот 3-8. И шашка лишняя получается у черных. То есть, вот такая вот мысль интересная. А здесь было 42-37. И вот такая мысль. Ну, и выиграл Алексей. Алексей играл черными. Итак, я напоминаю, турнир Минск 2026 продолжается. И вот мы ждем тоже интересных партий. Еще там есть интересный фрагмент. Ну вот сейчас еще подождем, может еще что-то будет. И тогда этот фрагмент тоже покажем. Итак, до новых встреч.